Глянь, реально кольчуга настоящая. Это совсем уж дикая дичь. Это по факту, ребята, обратный молоток. Вот хоть бы не попасть под этот инструмент в больнице никогда. Оп. Не получилось. Сезам, откройся. Так, бордюры нормально все тут с ними? Как давно этого не было, блин. А, давно, скажи, год уже, наверное, прошел, да? Полтора. О, вот это да. Ребята, ну прям невыносимо захотелось это сделать. Блин, ну невыносимо просто. Я хочу рассказать, что едем на самую крутую металлоломку, которая стала реально торговать. Просто торговать четко начала. Это как антикварный магазин. Ну, кстати, зато без проблем. Хоть и дорого, но зато все можно купить, да, и они там все сохраняют. Вообще никто не пинает. Вон, смотри, какие болванки. Я вообще болванок хотел, но это не болванки, это ж петли. А он шар какой, смотри. Класс. Шар бы я бы хотел. Ну вот болванка одна есть. Интересно, что тут по ценам? 25 рублей килограмм, и так как бы не совсем дешево получается. Ну вообще-то я последний раз по 40 брал. Тисы антикварные какие. То есть это ты уже деловой брал, да, по 40? Любой. Ну я имею в виду, уже забирал. Тоже антикварные всякие решеточки, напильнички. Напильнички надо новые покупать, ребята. Все-таки вот эта вещь немножко не то. Новые кайф, даже калькуляторы имеются в любых количествах. Вот это вот хорошая приемка относительно. Это похоже на чугун. Тебе нужен чугун? Да хрен его знает, он же бросовый, это штанга. Штанга, думаешь? Ну да, она как бы не самодельная еще. Какая-то штанга, да, но он будет пористый. Ну, он стиральная, стиральная швейная машинка маленькая. Чугун же в основном нужен кругляками, а не шайбами. Отшабрить можно, но если бы она была, можно было бы столик сделать с нее какой-нибудь. Отшабренный. Такая жирная, гигантская приемка. Просто гигантская. А это что? Сварочная или олово? Или не хром? Скорее не хром. Ага. Сыр резать офигенно. Печка нулячая. А может нержавейка? Сыр резать? Да, у меня порвалась на Сыр ноже для резать. сыра. Ох ты. Так туда надо столистую. У меня корды есть, вот от корд надо. Там столистая проволока. Что вот это за кольчуга меня интересует? Интересная такая. Она медная, что ли? Представляешь? Реально кольчуга. Глянь, реально кольчуга настоящая. А как она одевается? Она недоделанная, да? Что-то не хватает. Или все есть? Это какой-то топик. Ну, короче, порвалась. Женский, не асимметричный. Но пробить ее нереально, она толстая. Ну, стрелой-то реально. Такая, да ну нафиг, какой Копьем. стрелой, ты чё? Копьем реально. Да мне кажется, даже копьем не так-то просто. А я смотрел испытание, оно за счет длины, оно разрывает. Шарманка какая-то. Да, глянь, она не такая большая. Кстати, да. Классная вещь. Если она еще окажется, что она тверденькая такая. Да, я думаю, это дюраль. Ну, да, смотри, она потресканная, Ну, вот да. тут на изгибе. Это дюраль, ребята. Все, забираем это. Да, хотел кругляки. Они есть тут? Ну, они сюда все переместили, походу. Вижу куча патрончиков с шестереночками. Классная вещь. Но я такое уже не собираю, добро. Гирьки. Смотри, сколько плашкодержателей вместе с плашками. Это же вообще роскошь какая-то. Колондайк, можно сказать. А это заточные машинки. Механические. Ты лучше скажи, что это. На штатив какой-то похоже. Да нет. Держатель. храповик О, какой-то. ничего себе. Я правда? не пойму, короче, что Ограничитель, храповик. Смотри, все инеем покрылось уже. Все, ребят, это. наступают. Да снег, всё. Адские холода наступают. Слушай, машинку может взять такую, а? Смотри, она почти работает. Чё, Её это размаслать. Ну так это ж портатибл версия. Вон, ручки от болгарок.
Молотки, смотри, молотков сколько. Они новые, еще не точные. А это вообще кованое. Вот это да, топоры, смотри. Да ты чё? Может, все заберем? А давай. На рынке с ней вместо будем делать. Вот это сколько молотков я никогда не видел столько. Вот этот мне нравится, симпатичный. Короче, хитрая металлоломка, ребята. Все очень дорого. Кругляк даже не стал там брать, потому что по 50 рублей килограмм. Мы поедем на другую приемку, где по 40 рублей килограмм и гораздо больше вариантов. В общем-то, я и заморочился в основном из-за кругляка, потому что чернины у меня что-то совершенно не хватает мне в моих делах все время. От цветнины много, алюминий я покупаю, а цветного крайне мало. Вот еще приехали в одну приемку. Даже цены не написаны, сколько чего, сколько стоит. Выпалился. Уже? Ну вот, приемщик шел. Где, блин? Вон он назад пошел. Да И ну так нафиг. смотрел. Так как вот он оглядывается. Где? Да сзади он идет. Да ну нафиг. Вон в зеркало посмотри. Он на камеру смотрел и оглядывался. И на номера машины. Ну он же ушел уже, все. Ну, пошли, пока не очухал. Пошли. Да что ж они так боятся все-то, господи. Ну эта приемка раньше не продавали. Сначала продавали, потом нет. Это та самая авиационная, ребят. Где я много всего авиационного. Здрасте, а вы продаете или только принимаете? Только покупаете. А то слухи ходили, что вы опять продаете вроде бы. Ну, круглячок там что-нибудь. Титан. Да? Титан. Короче, ничего не продают. Собаки бегают. Вот так по-быстренькому вам покажу. Пока никто ничего не видит. А вот это нельзя вот прикупить? Во, так это ж мое, блин. 10 килограмм? Сколько денег получается? Тут железки есть, присутствуют по 80 рублей. Вот такие вещи я нашел, ребята, прикиньте. Вот это, да. Ну что ты, собачонок? Сзади подходит и хочет передануть. На. Вернулся этот с обедом. Стало, видишь, крайне сложно что-то Ты его покупать. увидел? Ну, это дед вон тот, что ли? Нет. А, еще один. Чувак вернулся с едой. А, это он был, да, который спалил меня. Ну, видишь, как-то удачно получилось. Я думаю, сейчас штуку принесу, короче, а он скажет, не продаем. Ребята, с какими-то боями такие микроскопы классные удалось купить. Хотя они не продают ничего, как выяснилось. Тут было когда-то 2 металлоприемки рядом. Вот одна есть. Одна есть. И здесь продавали всегда. Всегда продают. Там хозяин. Нормальный хозяин. Да, тут просто сам хозяин, Сам он же хозяин и себе, приемщик, он все. Короче, надо прямо туда лезть, да и все. Не париться. Ну, а я моторчик нашел. Похоже, коллекторный. Вообще класс. Балдеж просто. Новенький. Такие нередко бывают. Забираем. Правда, провода обкусанные, да? Вот Caterpillar движок. А это тоже, наверное, газелистов, да? Движки. Да не, хотя разбросаны Caterpillar тут. Коробки. Ну да. Турбины. О, смотри-ка, вращается. А вывеска, смотри, какая бодрая. Это ж вывеска. О! Ветклиника. Не, такое нам не надо. Клапана новые. Звездочки. Вот такая штука классная. Это мне может даже пригодиться. Но она не прецизионная. А, такая. Женька чисто навяк какой-то нашел в коробках. Да. Это для каких-то больших аккумуляторов. Новая, смотри. Самое интересное, что тут сейчас будет адаптер на 7,2 вольт. Вон там, внизу. А, не, input 18 вольт, 1 ампер. Ага. Это Нет, много? он там. Прям вот так берут в нагляк и навяк сдают просто. Неужели никому не нужны гвозди в наше время? Никому? Вон сколько их, новые гвозди. Кайфовые прям. О. Ребят, ну как так? Обидно? Нашел часы. А где? А, вижу. Да далеко. Вон они. Бам. Берем? Тебе нужны? Нет, Как не? их тут приныкли, видимо. А?
Приныкали их тут. И чё, не берем? Ну, мне не нужны, у меня такие Ну, есть. мне, в принципе, тоже не нужны. Ну, вот, видишь, дожили до того, ребят, что тисы нашли и не берем. Вот это, да? Жрать, зажрались. Нашел древний осциллограф, разбитый в хлам, просто в хлам разбитый. Лампочки стоят. Класс. Прикольная штукенция, но не нужна. Какой-то дырчик интересный. Движка нет уже. Руль вращается. Вот это техника. Иду пока вокруг кучи. Наверх не поднимался. Куча гигантская. Как ее исследовать, только вот непонятно. Ладно, полезу наверх. Что делать? Главное, на такой штырь не наткнуться. Пылесосов очень много здесь. У меня даже дома не такой модный пылесос, как этот. Стиралки, холодильники, тачки. Забрался на самый верх кучи. Вообще. Нашел какие-то клетки, ребята. Вот не могу понять, что это такое. Наверняка в комментариях вы знаете, что это такое. Смотрите, это реально клетки. Для каких-то насекомых, жуков, может быть. Может, для пчел. Смотрите, вот так открывается. Раз. И есть возможность здесь открывать. Вот. Видите? Выход. Короче, не знаю, что такое. Напишите в комментариях, ребят, кто знает. Очень интересно, реально. Решил забрать все эти клетки. Вот они. Мало ли, может, посажу туда кого-нибудь. Вот так вот. Проверили уже 3 приемки. Налазились на этих кучах. Честно говоря, хочется уже покушать. Уже не хочется лазить. Но еще тут рядом есть еще одна приемка. Мы проверим, работает она или нет. Закрыта приемка. Поцеловали замок. Короче, ребята, на эту приемку нас не пустили, но там разбирают реактивный двигатель. Не знаю, будет вам видно или нет. Вот там его разбирают где-то. Баланс. Не едь близко к моей машине. Так, где там, как там, двери, что? Нормально? Не, туда дальше поехали. А, боковую? Да. Было бы это так просто. Вот он улов, ребята, на металлоломке, которую нельзя, к сожалению, показывать. Вот, видите. То, зачем я, в принципе, и ехал. Это мега запас кругляка. Итак, ребята, вот он весь мой замечательный улов. Самое главное, что я смог найти то, что мне больше всего было нужно, и то, зачем я в принципе ехал, из-за чего заморачивался. Это металл. Ребята, смотрите, сколько металла. Здесь больше 80 килограмм. Ну, с металлом, конечно же, все понятно и ясно, но вот некоторые девайсы я бы хотел бы вам показать поподробнее. Значит, смотрите, видели ли вы когда-либо нечто подобное? Я, например, понятия не имею, что это такое. Мы там предполагали, что это выдергивать какие-то коронки, какие-то зубы, потому что это по факту, ребята, обратный молоток. Вот так он натягивается, и спуском этой кнопки он довольно-таки сильно дергает. Ну, дергает он действительно сильно. Почему такое предположение насчет выдергивания зубов? Потому что нашли вместе со стоматологическим оборудованием. То есть там куча всяких разных бормашинок была, старых советских. Да и, в принципе, новые наконечники были для пневматических бормашинок. Ну, короче, люди выкинули бизнес, получается, свой, или что там, я не знаю, или отработавший срок. Короче, ребята, если кто-то знает, напишите в комментах поточнее, что это такое. Идем дальше. Это совсем уж дикая дичь. Мне кажется, это что-то связанное с пчелами, возможно, хранить здесь пчел. Клетки для пчел маленькие. Были различные устройства для пчеловодства. И вот эти клетки я там нашел. Видите, и так можно открыть, закрыть. Вот. Как это выглядит. Я взял несколько штук. Ну, потому что вещь прикольная, как бы, согласитесь. Ну и самое интересное, от чего я, в принципе, быстрее всего загорелся, это вот такие вещи. Пару деталей от микроскопов было. И вот.
непонятно что. То есть, если мы крутим за этот барашек, то здесь получается вот это дуло вверх-вниз приподнимается. Видите? Также он поворачивается вокруг своей оси, этот столик. То есть, можно еще вот так крутить, вертеть. Опять же, не знаю, что это такое, где применяется, но было найдено рядом с микроскопами. Микроскопы я все-таки пока еще могу идентифицировать. Вот такая часть есть от двухглазого микроскопа. Кстати, смотрите, здесь заботливо тряпочками закрыто. Это очень хорошо. Дуло. Уфидула. Да, о, класс, линзы чистенькие, супер. Вот это мне уже нравится. Но, правда, здесь... Ой, а где здесь? А, вот. Правда, здесь все открыто. Если честно, я сначала очень обрадовался, потому что подумал, что вот вторая деталь микроскопа. Видите, он здесь тоже как бы вроде бы как двухглазый. Видите, тут сменные штуки такие, сменные линзы, все меняется. Все вроде бы не пошкарябанное, все чистенькое, все красивое. Микроскоп какой-то интересный. Похоже, он не особо большого увеличения, зато можно далеко смотреть. И есть лампа. Лампу я уже проверял, работает от 12 вольт. И все светит, все прекрасно. Но, ребята, ну нифига, похоже, он сюда не подходит. То есть я не знаю, как, что здесь тулить. По идее, как-то так должно быть. Либо еще какая-то переходная деталь должна быть. Вообще, зачем она здесь? Неужели оно еще вот так может ходить, потому что тут есть ласточкин хвост, но суть в том, что здесь вот еще и так может ходить. То есть нифига непонятно. По-моему, это от разных микроскопов все-таки детали. Да и скорее всего, потому что здесь АУ-21, а здесь МБС-1. Кстати, Женька мне сказал, что за такими гоняются, на них можно платы рассматривать. Но вот у меня есть только одна такая часть. Кстати, ребята, оставлю ссылочку в описании на Женькин канал. Он там тоже частенько занимается поисками металлоломов, частенько что-то там токарит. Так что можете зайти, посмотреть, полюбопытствовать. А кому уж дюже интересно, можете подписаться. Забрал отопитель. Пока не пойму, как он называется, чтобы идентифицировать. Ну, он новый, ребята. Можно попробовать его запустить. Попробовать покочегарить, разобраться, на чем он работает, то ли это дизель, то ли бензин. Мы склонились к тому, что это дизель. Забрал по железу, как бы, проблем с этим нет, обратно сдать его на металлолом, если не понравится, если не понадобится. Ну и вот такую неведомую вещь забрал. Понравился теплообменник. Скорее всего, это пластинчатый. Пластинчатые я люблю, они компактные. Их можно много где использовать. Например, можно будет охлаждать масло на реактивном двигателе. Ну, если здесь со штуцерами все удобно. Ну и интересно, опять же, разобрать, посмотреть, что это такое. Похоже, оно к выхлопу подключается. Да, вон там уже антифриз, красненький потек. Ну и практически все. Вот еще забрал канальный вентилятор. Проверяем, есть ли напруга в проводах. То есть провод рабочий. Сюда не работает. О, а сюда работает. Так, интересно, а если сюда? А так в другую сторону. Ну вот и все. Ну, током не бьется, уже хорошо. Обещаю, что до 3000 должен крутиться. Поверим. Так, ну... Всасывает довольно-таки бодро. Работает довольно-таки тихо. Короче, хорошая вещь. Как вытяжка в мастерскую, я думаю, пойдет. Не особо мощная, но зато и не особо громкая. Не удержался и раскидал теплообменник. Интереснейшая штуковина получается. Смотрите, друзья, этот теплообменник работает от выхлопа. То есть от выхлопа мы можем эту полезную энергию использовать для подогрева, например, какой-то некой жидкости. А как я это понял? Вот смотрите, все же прекрасно видно. Есть вход и есть два канала. Проходит сначала через теплообменник, потом возвращается обратно. И по клапану, по открытию клапана может выходить. Ну, то есть можно эту систему подключать, можно отключать. Система получается вся в сборе. Единственное, надо как-то каким-то образом прочистить этот теплообменник. Это мне видится, что можно сделать только с помощью ультразвуковой камеры очистки.
Разобрал поворотный столик и просто мега удивился. Смотрите, какой здесь подшипник. Как будто здесь тонну веса еще можно прицеплять к этому столику. Мне кажется, такой столик можно и на станочек маленький приладить, чтобы он там работал. Все настроить хорошенечко, чтобы не было люфтов. Вот эта вещь, она безлюфтовая. Ответная часть, смотрите, какую имеет шестерню бронзовую. Сверху тоже упорный подшипничек. Все это дело стягивается. Короче, интереснейшая вещь, ребята. Я не ожидал, я прям удивлен. Кому было интересно, а самое главное полезно, подписывайтесь на канал и поддержите лайком. Непременно, ребята, непременно бейте в колокол. Без этого сейчас не выжить в ютубе. Ну а у меня на этом все. Всем пока, до новых встреч. Вот хоть бы не попасть под этот инструмент в больнице никогда.